В одном из отдаленных уголков африканской пустыни, под палящим солнцем и на фоне нескончаемого золотого горизонта, небольшая группа исследователей пробиралась на своих джипах. Их миссия состояла в изучении аридных растений, способных выживать в самых суровых условиях. Во время своего путешествия они наткнулись на нечто необычное, что вскоре изменило их план дня. Алексей, лидер команды, первым заметил странное зрелище на далеком песчаном холме. Это выглядело, как силуэт животного, лежащего на солнце. По мере приближения, туманный силуэт стал обретать четкие очертания, и вскоре стало ясно, это был лев, гордо лежащий на горячем песке. Но его поза выдавала слабость, он был обессиленным и изнемогал от жажды. Мужчины, не раздумывая, остановили свои машины и подбежали к животному. Несмотря на предостережение об опасности таких действий, желание помочь превозмогло инстинкт самосохранения. Алексей быстро вытащил канистру с водой и осторожно поднес ее к рту льва. Великий царь зверей, вплоть до этого момента скрывавший все свои раны и боль, благодарно лизнул воду своим потрескавшимся языком. Пока лев пил, один из команды, Виктор, заметил что-то необычное. Под массивным телом зверя мелькнуло крошечное движение. Сначала он подумал, что ему показалось, но приглядевшись, он ясно увидел маленький хвостик, который периодически высовывался наружу. Недолго думая, Виктор позвал остальных, и они аккуратно и осторожно подняли туловище льва. Под ним действительно находился львенок, маленькое дрожащее пушистое создание, ослабевшее и испуганное, но живое. Очевидно, оберегал свое дитя от беспощадного зноя. Эта сцена пробудила в мужчинах невероятное чувство сострадания. Осознав серьезность ситуации, Алексей быстро скоординировал действия. Используя спутниковый телефон, они связались с ближайшим заповедником, чтобы сообщить о находке и попросить помощи. Специалисты по диким животным быстро отреагировали и выехали на место. Пока они ожидали, команда исследователей изо всех сил старалась поддерживать льва и львенка в тени джипа и предлагала им воду и еду, которую у них удалось найти. Требовалось время и терпение, чтобы львы пришли в себя. Они все еще были напуганы и насторожены, но чувство благодарности светилось в их глазах. Когда, наконец, прибыла команда спасателей, льву и львенку была предоставлена профессиональная ветеринарная помощь. Вскоре они были перевезены в безопасность заповедника, где им предстояло восстановление и забота. Эта история облетела локальные и международные СМИ, став символом необыкновенной взаимопомощи и человечности. Исследовательская команда, отправившаяся в пустыню в поисках растений, обрела нечто гораздо более ценный опыт, который навсегда останется в их памяти. И связь с живой природой, которую они не забудут никогда. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.